Температура у нас сегодня 10 градусов. Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сейчас у нас начало весны, начало марта. Погода такая и теплая, сменяется похолоданиями, дождики. Вот сегодня дождь с утра накрапывал. Сейчас температура чуть-чуть поднялась, пчелки летают. И меня спрашивают в такое время, что можно и что необходимо делать в ульях. Для себя я считаю, так вот у меня из опыта, что наступает весна, особых работ-то как таких и нету у меня. Главное обеспечить кормом, утеплить и поставить водичку. Как я это делаю? Можно разные способы. Разные способы утепления, разные способы, как можно корм им добавить. Вот. И сейчас пройдем, я по ходу объясню. Сейчас посмотрим. Допустим, вот этот улей. С осени я показывал. Тут у меня зимовало две семьи. Утепление. Вот я разложил несколько дней назад утепление, такое пенопластовая крошка у меня. Здесь что я сделал? Значит, положил пленочку. Пленочка. Что дает пленочка? Так, тепло, чуть-чуть, немножечко. Как такового тепла то еще и нет. То есть расплод только они начинают, пчелки. Вот такая перегородка у меня тут утепленная, вот пчелки. Тут есть щель, и они, пытаются сюда. Что дает пленочка? Утепление, и поднимается влажность в гнезде. Влажность им нужна для того, чтобы, вот если закристаллизованный мед, или с подсолнечника, или с других крестоцветных, то им легче его потом взять. Вот таким вот образом. И теплее им в гнезде. Пчелку попробуем вернуть назад. Если она согласится с нами, что назад туда надо. Так, дальше. Идем дальше. За заставную можно выставлять рамочки, которые у вас есть. Вот я выставил за заставную полумедовые. Сейчас я ее попробую достать, если смогу показать просто. Вот они потом мед отсюда берут и пополняют кормовые. Не взял стамеску. О, получилось. Сейчас я его попробую поднять. Это не в гнезде, стоит за заставной. И вот видно, видите, с той стороны, нет, с этой стороны. Вот с этой стороны такое количество пчелок. Вот благодаря тому, что положили пленочку, утеплили, и немножечко тепло сюда достает, они выбирают этот мед, переносят себе в гнездо. Вот таким вот образом можно пополнять кормовые запасы, если есть такие у кого медовые рамочки. Вот первый способ подкормки. Второй способ подкормки. Можно ложить вот под такую пленку канди или севший мед в пакетах, прямо на рамке. Здесь будет самое теплое место, влажность благодаря вот этой пленочке повышается, и тоже они с удовольствием потребляют канди или мед. Но лучше, конечно, мед, медовые лепешечки ложить. Если у кого нету меда, то, конечно, пойдет и канди. Вот одна семья, и сейчас посмотрим вторую семью. Просто я показать. Вот вторая семья, смотрим. То же самое. Вот пленочка лежит. И то же самое видно. Переходят за заставную. И там пытаются, потеплеет, они более интенсивно будут брать. Сейчас только так пробуют добраться. Вот таким вот образом. Вот один способ, как можно утеплить и добавить им в гнездо корм. Так, идем дальше. Задают мне такой вопрос, а можно ли в это время почистить днище? Я бы сказал так. Днище я почистил во всех ульях неделю назад. У кого многокорпусная система, там немножко по-другому. Там убрал корпус, днище поменял и все. Здесь же в лежаках чистить днище необходимо тогда, когда пчелы еще в клубе, то есть намного раньше. А спрашивают, хорошо, а если отодвинуть рамки и почистить просто, снизу?
Ну, это можно сделать, но только намного позже, когда уже можно будет полную разборку гнезда делать. Почему? Потому что сейчас у них расплод, и в гнездо лучше к ним без крайней необходимости, значит, в гнездо лучше не трогать. Крайняя необходимость может быть какая? Если вот смотрите, все пчелки летают во всех ульях, а одна семья какая-то, совсем нет улета. Вот там может быть проблема, что либо некачественная матка, либо совсем пропала. Тогда уже то гнездо, да, можно и разобрать и посмотреть. Если там нету матки, она пропала, то в это время можно через газету или каким-то другим способом присоединить к одной семье или разбросать эту семью по другим семьям. А тогда, когда уже тепло будет, восстановить эту семью. Так вот, показываю, теперь наочно демонстрирую, почему сейчас уже поздно чистить днище. Дело в том, что пчелки разбрелись по всему улью, и в том числе они есть там и на днище. И вот если начинать чистить, да, там, конечно, есть и подмор, есть и крошка где-то еще. Ну, я тут-то в основном почистил, а так вот сейчас посмотрим. Ну, пока вот тут, слава богу, ну это в этой семье. Сейчас попробуем другую семью. Просто часто в это время уже пчелки сами там есть на днище. И когда начинаешь чистить, вот пчелка выскочила сразу, вот с этой стороны. Вот. И сразу на нас нападает. Вот сейчас попробую еще раз. Ну, тут вроде бы нету. Ну, сейчас просто более прохладная погода. Возможно, что в такую прохладную погоду и можно попробовать как-то почистить. Но, как правило, если уже только потеплело, то пчелки расползаются по всему улью, и они просто не дают это сделать. По поводу литков, значит, тоже литки в это время уже можно переворачивать заградители от мышей другой стороной и ставить на 2-3 пчелки. Нижний литок открывать, ну, нижний литок им холодный, поэтому, ну, это чисто так, чистить подмор пчелкам выносить, вот, и немножко, чтобы вентиляция была. В основном они в это время летают через верхний литок, там самое теплое место, и, значит, они летают через... То же самое на 2-3 пчелки открываем. Ну и сейчас пройдем, посмотрим другие ульи, как можно еще добавить им корм в это время. Ну, например, откроем вот этот улей. Так, то же самое, вот смотрим, лежит утепление, но в этом улье я положил еще зимой рамочку сверху здесь, плашмя. Рамочку на 2 брусочка, так чтобы между рамкой и верхними планками рамок было какое-то расстояние, там миллиметров 8-10, чтобы они могли доставать мед. И сверху тоже накрыл планочками так, чтобы вот эти холстики не придавили рамочку, чтобы тоже у них был проход. И сейчас посмотрим, что они с удовольствием забирают этот мед. Вот смотрите, как они забирают этот мед. Видите? Тут уже ячейки пустые. Вот, ячейки пустые. Причем тут есть перга. Вот они и пергу берут сейчас, потому что в природе еще нету пыльцы, много нету. То есть они себе вот эту перга, так она просто пропадет. А так вот в это время им очень она нужна для расплода. Вот, если эту рамочку поставить за заставную, там у меня тоже за заставной есть, но там намного хуже они берут, там прохладнее. Все тепло вот здесь сверху. Вот еще один способ, как можно пчелкам добавить корм в это время, который они интенсивно потребляют для расплода. Вот здесь смотрим, за заставной стоит рамочка. Вот за заставной 2 рамочки я поставил. В принципе тоже есть, вот, но они только сверху могут ее взять, только сверху вниз, они еще опуститься не могут. Чуть-чуть потеплеет, они будут и этот мед брать, переносить туда к себе в гнездо. Вот еще один способ, как можно добавить им корм. Ну и еще один нюанс. Значит, обязательно в это время пчел надо обеспечить чистой водичкой. Водичку можно подсаливать. Ну, я из расчета где-то столовую ложку, не полную там сверху, а так где-то там, ну как, щерь, как сказать так.
Вот, каждое ведро добавляю соли и, значит, наливаю в емкость с водой. Емкость там говорили, что с покрышек делают. Вот я сделал из нержавейки, чтобы не говорили там, что какую-то некачественную воду они берут и потом некачественный мед получается. Вот. Обязательно надо сверху плотики. Вот, конечно, так холодно еще, и пчелки тяжело берут эту воду. Плотики, обязательно сделать плотики такие, чтобы полностью все было перекрыто. Если только тут будет свободное пространство воды, обязательно тонуть будут пчелки. Ну, эта емкость чуть-чуть неправильной формы, немножко там играет. Поэтому я тут планки эти пронумеровал паяльником. Сделал номера такие. И для чего? Для того, чтобы каждая планочка имела свое место здесь. И когда поднимается, опускается, чтобы она не застревала. Потому что вот здесь и здесь, в этом конце, расстояние чуть-чуть там порядка 5 миллиметров играет. Поэтому каждая планочка имеет свое место. Ну вот, в принципе, все, что можно сделать весной, то, что делаю я. И на этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.